7-метровый питон проглотил женщину в Индонезии. Питоны очень чувствительны к колебаниям, шуму и теплу от ламп. Поэтому они, как правило, избегают людских поселений. Об этом сообщает BBC. Хотя подобные случаи довольно редкие, этот уже второй за год. 54-летняя Ватиба пропала в прошлый четверг во время проверки своего сада. На острове Муна в провинции Сулавеси местные жители организовали поисковые работы. На следующий день люди нашли ее сандалии и мачете, а в 30 метрах лежал гигантский питон с раздутым животом. Жители заподозрили, что змея могла проглотить женщину, поэтому они убили питона и вынесли его из сада, рассказал в интервью агентству начальник местной полиции. Когда разрезали живот змеи, то нашли внутри тело жертвы. В соцсетях Индонезии распространяли ужасные кадры, на которых можно было увидеть почти неповрежденное тело женщины, лежащее перед большой толпой людей. Виновник трагедии в Сулавеси был сетчатым питоном. Они могут достигать в длину более 10 метров и очень сильные. Атакуют такие питоны из засады, обвивая жертву и сдавливая ее, пока она не перестанет дышать. Жертва умирает из-за невозможности дышать и остановки сердца через несколько минут. Питоны заглатывают свою пищу целиком. Их челюсти соединяются очень гибкими связками, что позволяет растягиваться им при заглатывании крупной добычи. Когда дело доходит до поедания людей, ограничительный фактор – это лопатки человека, потому что они не гибкие, рассказывала ранее BBC Мэри Рут Ло, сотрудник сингапурской организации по охране и исследованию дикой природы. Питоны питаются преимущественно млекопитающими, хотя иногда они едят и рептилий, в частности крокодилов. Пищей могут послужить такие крупные животные, как свиньи или даже коровы.